Вы меня просили рассказать о портрете, который у меня за спиной. Это семейный портрет, который мне заказали. Я долго над ним работал. Мама и 4 детей. Работал с большим удовольствием. Это нужен большой опыт, чтобы писать детей, чтобы было сходство, чтобы была новизна, решение найти этой работы. Я не сегодня, но в следующий раз вам покажу подробно, в деталях. А сейчас просто много вопросов по рисунку. Уделим внимание рисунку. В прошлой публикации была девушка Янеси, которую я рисовал 3 года назад. Несколько вопросов на эту тему. Марина Урванцева: своеобразно вы держите карандаш. Ради живой линии всегда только так. Елена Степанова: что за карандаш, каким карандашом рисуете? Это графитовый карандаш, который я купил в передвижнике, наверное, в арт-квартале, везде они есть, может быть, даже есть на ресурсах интернет, посмотрите. Я люблю самые мягкие, если будете покупать, и попробуйте также рисовать, также держать карандаш. Дело в том, что именно такое держание карандаша дает возможность делать живую линию при разном надавливании, от тонкой до сильной, утолщенной, и прокрывать большие плоскости. Вообще рисунку я посвятил 3 или 4 урока. Все мы умеем рисовать кубики и всяческие тела вращения, простые предметы. Эти уроки все-таки для тех, для продвинутых, для тех, кто начальные этапы рисования давно прошел. Так что обратите на них внимание. Это путь дальше. Я детально показываю, в чем суть рисования модели. Почему модель? Обнаженная, тем более. Потому что это самая сложная фигура, форма в пространстве. Если мы ее научимся рисовать, мы научимся рисовать все, что угодно сможем. Друзья, у меня хорошая новость. Мы будем рисовать. Я подготовил урок по наброскам карандашом. Мы будем рисовать обнаженную женскую модель. Она будет на экране, вы будете ее видеть. Вы будете видеть бумажный лист, на котором я рисую карандашом. И вы будете видеть конструктивную часть рисунка. Я покажу некий прием, который позволит вам не ошибаться в построении объема. Фактически мы будем рисовать объем на плоском листе бумаги, на плоскости. Почему фигура человека? Потому что это самая сложная форма в природе. И если мы научимся ее рисовать, мы сможем нарисовать все, что угодно. Мы будем потихонечку изучать человека. Этот урок не для новичков. Фигура человека сложное дело, тем более наброски. Но даже если вы никогда не рисовали фигуру, я предлагаю с ним познакомиться, чтобы почувствовать красоту рисунка и силу ваших возможностей. Я хочу заразить вас рисунком. Седов Борис. Здесь рисунок ведется от тональных пятен, как мне кажется, а потом уточняются линии. То есть Слава видит модель прежде всего тонально. И этим сразу достигается весомость рисунка и интересность. Седов Борис. Дело даже не в тональных пятен. Модель может быть по-разному освещена. Я вижу форму в пространстве. Я создаю трехмерность сразу с первых же касаний карандаша или чего бы то ни было, любого материала. Мне важно передать форму. Как Фешин говорил, рисуйте форму. Цвет не важен в рисунке. Он может измениться. В нем нет цвета в рисунке, есть форма. На мастер-классах по рисунку я беру вот такую заготовку. Собственно, смотрите, вот эти кубики, они по-разному расположены. Вот таз, например, да, это грудная клетка, это голова. И вот мы их в различных направлениях, объемы ими мыслим. Таз, грудной клетки, как они расположены в пространстве. Мы все время рисуем форму. Этому я уделяю внимание на классах и на этих уроках. Посмотрите, в конце концов, кто хочет рисовать объем, научиться рисовать объем. 3 урока по рисунку. Если это нужно вам, я сделаю еще, потому что рисунок – это основа, им нужно овладеть, прежде чем браться за кисточки. Согласитесь. Тина Том
восхищает во всем этом видении перспективы или ее усиления. Наверное, так правильнее. Я не профессионал-любитель и смотритель. В почти вертикальной фигуре уже изначально закладывает еще и перспективу браво. Да, Тина, Том. Именно об этом и речь. Вот эти формы, они же находятся в пространстве. Мы в листе эту трехмерность сразу же рисуем, прокладываем, мы закладываем эти формы. Как они относительно линии горизонта, все вот эти формы находятся, в каком повороте. Наклонил я корпус, грудную клетку, вот его наклон, вот, значит, у него есть эта плоскость, это и это, да? Повернул я голову в сторону, вот повернул, да еще назад, вот повернул. Как это по отношению к этой изменяющейся форме в перспективе, да, наклонен, и еще туда. Вот этот наклон, значит, у нее есть эти плоскости, вот это нужно все время держать в сознании. Это мы на живых классах изучаем подробно, учимся этому, учимся держать эти блоки в пространстве, в сознании. А потом уже всякая красота и изящность. Василих, набросок и этюд – это первое, чему учат начинающих художников. Оставаться в этом незавершенном состоянии должно быть стыдно любому художнику. Мне не стыдно, тем более профессионалу. Используя вашу же аналогию с водителем, можно сказать, что любитель этюдной живописи – это водитель, который никогда вас не довезет до вашего места назначения и предложит вам самому пройти половину пути или представить красоту будущей картины, которая никогда не будет закончена. Я такой художник, я такой водитель, Василих. Но я скорее не водитель, а танцор. Вот когда я танцую с девушкой красивой, у меня нет задачи, пританцовывать ее по коридорам, по большим залам в более маленькие и куда-то там, понимаешь, к окну прислонить или уложить. Я просто танцую. И когда нужно будет, вечер закончится, она сама дотанцует до своей спальни. Я здесь уже ни при чем. Но в танце, который мы танцуем, есть красота танца. Вот в чем штука. В нем нет цели куда-то там зарулить. Понимаешь, даму в этом в танго. Мне действительно интересна этюдная живопись. Я начинающий художник. И мне нравится процесс в живописи, процесс в танце нравится, процесс в музыке. Нет никакой цели, если музыкант скрипит, на скрипочке, чтобы доскрипеть до коды. Нет, я наслаждаюсь его игрой. Она может длиться бесконечно. Более того, домой придешь еще и здесь включишь, понимаешь, на полную громкость вот это вот ничего не слышно. Да, уже залакировать, закрепить успех. Да, я хочу так рисовать, так музицировать, так слушать, так танцевать, так жить, чтобы жизнь не была закончена, чтобы у нее не было никакой цели. А для кого цель-то? И в картинах, чтобы не было цели, чтобы виден был процесс, что художник работает, что у него все время жизнь его не закончена. Если я еду за рулем, водитель я просто еду, смотрю за дорогой, иногда в стороны. Это процесс. Наслаждение, кстати, ехать за рулем велосипеда вокруг деревни. Я помню, маленьким был малышом в каком-то первом-втором классе, третьем, не помню, что написал сочинение. Его потом зачитывали родителям, хвалили сильно. Что я написал, я хочу быть водителем какого-то там грузовика. А почему? Потому что я буду ехать и смотреть различные дали, впечатления, все время у меня будут новые. Вот об этом написал сочинение. В этом смысле вы абсолютно правы. Я начинающий художник, но мне абсолютно не стыдно быть в процессе. И кому это интересно, присоединяйтесь. А если кому-то не интересно, дверь всегда открыта в нашу палату. Она вообще
кто-то приходит, кто-то отписывается. Но если вы пришли, кстати, ну, подпишитесь там, ставьте какие-то там ключами гаечными, поверните, и вот это лайки называются. Комментарии оставьте. Канал в этом нуждается, он живет благодаря вам. Ну, сделайте усилия. Никогда не делали, сейчас сделайте. Кнопку ж нажать несложно.